Итак, ребятушки, продолжение кардебалета по 7 чакрам для практиков. На моем 3-м канале мы уже посмотрели, девочки и мальчики. Вот наши замечательные все позиции. Ну, то есть это для тех, кто думает, что там что-то можно подтасовать. Я специально беру три варианта, да, и старшие арканы там впритык, как бы одна основополагающая карта идет для всех, что сейчас актуально. Итак, это у нас по недоброжелателям. Сейчас будем для всех. Да, еще раз всем здравствуйте. Возможно, сейчас здесь будет больше людей. Ребят, все-таки хотелось бы мне от вас услышать, что по поводу вчерашнего ритуала, какие у вас были инсайты, что ли, да? Какие были намеки. Результаты, понятное дело, что будут попозднее. Сейчас пока прокачаются в пространстве энергии. Итак, погнали, давайте для всех, да, а потом уже по нашим недругам. Так, 7-я чакра, как я и говорила, ребят, я специально для себя перевернула, да, чтобы не перепутать варианты. 7-я чакра трансформации, перерождение. 1-я чакра защита, хорошо. По 2-й чакре какой-то выбор вы должны совершить. 3-я, 4-я, отлично. 5-я, 6-я, все отлично. Вот этот расклад общий, да, то есть если по варианту для практиков там были моменты, как бы, то здесь, в принципе, все не так уж и плохо. О, ребятки, здесь я поздравляю, кто-то защиты классные поставил новые себе. То есть новые знания какие-то получили вы. Здесь ваши недоброжелатели получают по голове, а вы в трансформацию через 7-ю чакру идете. Так. Ага, то есть кому-то показали перекресток. По поводу стен, это ваши защиты становятся. Всем еще раз здравствуйте. Значит так, давайте-ка, да, в деталях. Поехали. 1-я чакра защиты. Предки рода помогают. Новый потенциал, защиты новые, по новым знаниям, по новым канонам, то, чего вы ранее не пробовали. Здесь вы взяли власть в свои руки, либо вам помогла какая-то дама, либо же обращались, ставили защиты, либо же это кто-то из родовой системы. Да. Здесь, ребятки, все же я хочу сказать, что это кто-то из рода, кого вы даже знали, вам помогает. Так, 2-я чакра, выбор. И дело в том, что, смотрите, по поводу вашего выбора, вам уже кто-то как бы и намекал, возможно, из окружения, что вот туда не ходи, снег башка попадет, а вот туда лучше ходи. Здесь выбор. Запомните, вот здесь, в этом конкретном контексте, да, вы должны быть верным себе при выборе того, либо иного партнера, либо пути. Но в этом случае, вот с вот этой из 2-го веретника в сочетании, здесь следует прислушаться к тому, кто вам и что подсказывает. Ну да, здесь как будто новые отношения могут быть. Либо же, смотрите, здесь именно ваши новые энергии. Ух ты, и туз пентаклей сюда.
Какая-то нерешительность присутствует у вас. А не нерешительность из-за того, что вы в какие-то воспоминания впадаете. А вдруг будет как раньше? А вдруг вот, понимаете, какая-то вот ностальгия. Зачем вы на нее тратите время? Сострадание, забота. Здесь знаете, что может проходить? Вот реально, ребят, здесь кому-то прям говорят, допустим, не тот муж, не та жена, нужно поискать другую. Другого. А там вариантов в пространстве может быть множество по этому поводу. Короче, вы на выборе, но у вас хорошие перспективы. В первую очередь по энергиям. Очень замечательно. Но вот эти аспекты нужно, вам немножечко проработать. И сейчас по напутствию давайте я уточню, стоит, не стоит прислушиваться. Как бы стоит. Ну что здесь по второй чакре? Ребят, здесь реально кто-то вам может говорить, чтобы вы с кем-то закончили отношения. И здесь надо выписать этому человеку еще приговор. Почему? Потому что вы могли находиться в треугольнике. Этот человек мог вас ставить в треугольники, то есть изменять. Четко и конкретно. Давайте я вам так скажу. Кстати, мне идет информация следующего толка. Две подруги вместе занимались сексом с одним мужчиной. То есть бинарно связаны, получается. То есть, если имеет такое место быть, значит, внимательно отнеситесь к другу. Не обязательно, что это по любятине вторая там половина. Оксана, это, видимо, показали и того, кто кроме основного врага подключается. Это предки рода. К вам новости какие-то несут, Наталья. Так, третья чакра. Давайте так, денежный аспект. Победа, завоевание, целеустремленность, успех, вера в себя, ломитесь, энергия есть, как баран все пробиваете. Но, ребятушки, здесь будет у вас крах иллюзий. Пройдет не так, как вы запланировали. Здесь нападение на третью чакру, на ваши финансы было королем мечей, рыцарь мечей. Пытались снять защиту, действовали, хотели загасить ваши амбиции, притушить общение с людьми. То есть, опять же, повторюсь, с людьми в любых аспектах здесь идет. Насчет ваших проектов. В этом вопросе здесь давайте-ка поаккуратнее, без спешки, чтобы заметить препятствия на своем пути. Поняли, да? Так, в принципе, нормально. По поводу краха иллюзий ничего глобального не вижу. Здесь просто пойдет не так, как вы себе напредставляли, намечтали. Немножечко либо дольше это продлится, либо другими путями вы пойдете к этой цели. Опа-на, вот это мы прибыли, блядь, называется. Я прошу прощения за мой французский. Итак, давайте я не буду здесь рассусоливать. Здесь сидит кто-то, кто делал привороты на чужие ресурсы.
Для всех остальных это проигрывается таким аспектом, что вам это делали на ваши дары судьбы через погост. Так. Так. Кого-то в жертву сажали. Хорошо, давайте-ка я уточню следующий аспект. Кто это делал и на кого делали, сделали, санкционировали, имели на это дозволение. Я так вижу, что вы тут сомневались, думали, гадали, стоит или не стоит ответить тем же. Ну, санкционировано, вы защищали себя. Просто уже, видимо, кто-то поддостал, и вы вдолбили теми же методами. Опять же таки, глобального особо не вижу. Возможно, вы защищались, но сработало именно так, как радник на ресурсы вашего недруга. Но здесь были нападки на вас. Повторюсь, есть аспекты, когда силы проходят те, которые должны пройти через вас. Даже если вы не подозреваете. Когда вы работаете по кодексу, бывают ситуации, когда работа, допустим, определенно темная, но, опять же таки, это все зависит от внутренних вибраций человека. Для кого надо, она сработает по темному, всем остальным она принесет лишь благо. Все это регулируется собственной энергией и практикой. Чистота убеждений вашего внутреннего мира играет очень огромную роль в работе магии на данном аспекте вращения планеты Земля. Вот так-то. Итак, 4-я чакра. Ребят, ну тайные знания у вас есть. Слушайте свой внутренний голос. Здесь кто-то лицемерит вам. Кто-то хочет на сердечную чакру к вам да подприсесть. Высшая сила вас ведет. Тайны, кстати, будут открыты, если уже не открылись для вас. Давайте-ка внимание больше на свои мечты, инстинкты, внутренний голос, интуицию, знания. И поменьше внимания вот этим лицемерам давайте. На сострадание давят, чтобы вы собой пожертвовали и кому-то помогли. Через сердце давят на жалость. Вы об этом предупреждены. Известия получали от предков рода во сне, либо через ясновидение, через медитации. Будьте бдительны. 5-я чакра. Все отлично, хорошо. И здесь кто-то мог пойти на поправку, то есть выздоровление, если это для кого-то актуально. Здесь по творчеству еще я могу сказать, что настойчивость, терпение, рост медленный, но вы вкладываете усилия в долгосрочный проект. Это не так, знаете, хоп-хей и выхватили какую-то единоразовую выгоду. Нет, здесь забег на дальние дистанции вы делаете. С чувством, со смыслом, с расстановкой, чтобы еще и детям досталось, знаете, как говорится, для кого актуально, у кого есть дети. Если же нет детей здесь, вы просто вот так рационально подходите к этому всему планированию своего же благополучия. Опа-па-па-па-парам-па-пам. Так, ребята, по поводу своего творчества. Давайте-ка по поводу договоров, которые вы заключаете, особенно словесно. Во-первых, лишний раз не трепитесь, не обещайте зароков, не давайте это, во-первых. Во-вторых, будьте бдительны. Здесь тоже для общего аспекта вопрос проработки жадности при работе с другими людьми. Как со своей стороны жадность прорабатываете, так и пресекайте жадность со стороны тех, кто к вам в пространство заходит. Почему?
Давайте расскажу так, на собственном примере. Это из области, почему я не всех беру на расклады, а уж тем более на чистки и тому подобное. Поняли, да, в каком аспекте? Особенно кто практик, кто работает с людьми. Здесь люди, которые пытаются как-то отжать у вас, понимаете, чтобы потом сказать, а вот ты же пообещал, а вот ты говорил, будет вот так вот, а допустим, там ситуация и события от вас не зависящие повлияли, да, на исход результата, как бы, а претензии будут к вам предъявляться. То есть у вас пока идет чистка вот этого момента по 5 чакре, будьте осторожны с вот такими аспектами. 6 чакра. Ребят, все хорошо, через время еще что-то тут. Я посмотрю сейчас, что по времени. Здесь работа с родом, с энергиями и сотрудничество в команде с ними. А что там через время? Ух ты, слушайте, так, практики, кто уходит в это все, то есть, да, становление практика идет. Здесь у вас будут защиты новые, удача. Почему? Потому что здесь четко показывает, человек избрал путь следования традиций своего рода. Может, вообще просто кто-то открывает то же дело, которым занимался отец, дед, прадед. Ну, как пример, тоже здесь может проходить. То есть здесь, конечно, будут от рода тоже защиты на ваше детище, так сказать. Здесь все хорошо, только время, чуть-чуть с временем. По 7 чакре трансформации недоброжелатели отпадают. Здесь тоже идет коррекция жизни и сотрудничество с теми людьми, которые вам близки по духу. Общность, празднование, счастье, радость от общения, гармония, понимаете, также и семейная. Что там? Какой-то лжец из недоброжелателей со скрытым умыслом, который лез. Проклятие хотел накинуть, но я вам хочу сказать... вот избавиться от проклятия. Здесь высший суд по его душу пришел. И он испугался, что заболеет. Хотел проклятие на вас, знаете, какого плана? Чтобы не получилось у вас сделать правильный обрат, достойно, чтобы все вернуть. Да? Боятся обрата здесь люди, то, что им вернется, а вернется болезнями. Здесь ваши недоброжелатели сипаются на высшие инстанции. Они думают, понимаете, они думают, что, как бы корень всего кроется в вас. Но это не так. Мы проводники энергии, ваши недруги это не осознают. То есть, как я и говорила ранее, когда идете в гору, идете по своему пути, по пути жизни, он всегда идет вверх. Остановились, скатываетесь вниз. Закон притяжения никто не отменяет. Так вот, пока вы там поднимаетесь, относитесь к тем, кого вы встречаете на своем пути достойно. Потому что неизвестно, что будет с вами, когда вы начнете падать. Всякое бывает. И вы опять встретите этих людей, понимаете? Наткнетесь на такие же уроки. То есть ваши враги в свое время, понимаете, они знали, что придет время их расплаты. Но сейчас они вот дергаются, думают, что за вами никто не стоит. Есть практики, которые только в начале пути, а за ними, силище. Потому что пришло время открыть потенциал человеку в этом роду. То есть как-то так, короче говоря. Они очень боятся, слушайте, боятся... они бегают, им рассказывают, что вы нападаете. Если вы чиститесь с братом, то вот им говорят, что это от вас идет атака. Они бегают, узнают.
Здесь вам перекрывали связь с родом через предательство. Через неупокоенных работали. Ребята, кого-то опекали, кого не надо. А эти люди вам делали. Вот Ямабрат пошел. Ну, я скажу так, здесь есть личности, которые осознанно дали расплату и отомщение. Ну, то есть не просто почистились с собратом, но и добавили некоторые бонусы вслед. Если вы этого не делали, здесь высшие силы это сделали за вас. Смотрите, кому что подходит, ребят. У вас здесь трансформация. Вот закрывали вам связь с предками и с высшими силами, понимаете, чтобы вы их не слышали, не видели, не осознавали. Вот сейчас период трансформации этого состояния вашего. У вас виделка, слышалка, открываются ваши потоки. Враги уже терпят поражение. С чем я вас и поздравляю. Вот так-то. Сейчас, собственно говоря, и посмотрим недоброжелателей, да, что там в общем у них происходит. Тут по вот этому варианту для всех на 7 чакр, да, девочки и мальчики, смотрите, здесь реально открытие. Люди открывают себя. Давайте я вот так еще могу сказать. Люди открывают себя, по-новому начинают смотреть на мир. Тот, который вас окружает. Почему? Потому что от многих аспектов вас закрывали. Кстати, здесь ваши недоброжелатели могли ранее к кому-то обращаться. И им могли сказать, какой у вас дар, какой у вас потенциал. И ваши недоброжелатели на себя это все начали переключать в свое время. А вот теперь вы себе это возвращаете. Здесь перерождение, изменение. Но здесь не так уж и легко это будет даваться и дальше. То есть вы в начале пути как бы... Вам нужно отпускать старое, принимать новое. И сохраняйте свою энергию, не разбазаривайте ее лишний раз. У вас здесь состояние перехода, принятие судьбы и начало, очень много чего начала. Так. Идем дальше. Думаю, будем переходить к самому интересному, к нашим недругам. Что же там? Куда Харон их отправил, да? Итак, 7-я чакра. Здесь по справедливости что-то идет. Силу отбирают, я вам серьезно говорю. Вот кто смотрел для практиков расклад на 7 чакр, я сразу же сказала, отбор силы. Парам-пам-пам-пам-пам. Ага, заговоры не работают. По астралу у человека идет какое-то завершение его пути. О! Человек чистится, защиты выставляет, защищается. Вот у него очень много силы на защиты уходит. Отложил принятие решений по поводу своих проектов. Решил затихариться, есть расчет на то, что деньги не потеряет. Мы сейчас это уточним. Закрома какие-то позаныкивал. Так. 4-я чакра. Ну, сила духа присутствует и стойкость. Но мы сейчас это все будем уточнять. А вот сила заговоров и слова не работает. Коль этот человек зарабатывал на жизнь только тем, что был практиком, это являлось его творчеством. Этого больше нет, все.
Освободили. Но здесь для того, чтобы человек пошел к собственному росту, развитию, это уже его уроки, понятное дело. Но и тем не менее. Идем дальше. Ой, кается. Слушайте, здесь человек в храм и побежал. Потому что защиту просят у высших. Ага. То есть, значит, как на людей влиять мы к дьяволу, а тут, боженька, спаси, помоги, защити. По второй чакре человек пробит. Здесь привороты на него шарашат. Привороты, подавление воли, психики. И на сердечную чакру так нормально ему поднакидали, я вам хочу сказать. Татьяна, на моем 3-м канале. Там не второй расклад, а расклад на 7 чакр для практиков идет. Так, ну давайте-ка будем смотреть по 1-й чакре, что там. Да, слушайте, реально к этой обращается, к Деве Марии обращение через храмы, либо же к женской ипостаси. Возможно, к богиням каким-то. Защиты просят. Защиты рухнули. Кается. Смотрите, покаяние. За то, что на погосте ломал волю другим людям, бил по их чувственной сфере, по их сердечной чакре, заставлял плакать, семьи разрушал, личность человека разрушал. Работы велись через храмы, через погосту этого персонажа, через чернокнижие работал, через черную магию, если хотите называть так. Кается. А ну-ка, а что высшие силы по этому поводу думают? 4 пентаклей. Закрыто. Не слышит его никто. 2-я чакра. Вот это его кто-то колыхает по 2-й чакре. Там отрава за отравой сыпется. То есть то хорошо, то плохо, но еще не раскочегарили по полной программе. У меня такое впечатление, что есть близкий этому человеку, его сердцу, родственник. Мать, отец, брат, сестра, ребенок, жена, я не знаю, друг какой-то, если нет у него никого больше. И этот человек его лупит прям, понимаете? Пытается как-то обдурить, обмануть. Здесь кто-то за его счет хочет свою мечту осуществить. На нем тупо тренируются. На нем тупо тренируются. Возможно, это человек, который был у него на обучении, кстати. Слушайте, ребят, реально, здесь кто-то у него в пространстве притворяется другом, товарищем. И прям, за его счет. Во-первых, этот человек, то есть враг вашего врага. Он с ним не согласен в каком-то аспекте. Он с ним тягается по длине писюшки. Этот человек оттачивает свои навыки за счет вашего недоброжелателя. Здесь кто-то на нем тренируется, обучается. А ляжет, не ляжет работа. Блин, все же насколько прекрасно создали нашу Вселенную. Здесь человек за счет вашего врага хочет улучшить свои обстоятельства. То есть какие-то блага, даже материальные, себе приобрести.
Вот так-то, именно материальные аспекты. Но оттачиваются навыки все-таки с помощью магических аспектов. Да, его в жертву сажают, как он сажал вас. Защиты, вот это жесть. А я предупреждала твою мать, я предупреждала. Будет такое всем а-та-та, вот таким товарищам. Здесь привороты. И вот этот человек, с него защиты снимает, с вашего врага. А ваш враг ему доверяет и сердцем привязан к этому человеку, персонажу. Здесь может проходить мужик, который до сих пор под юбкой у мамаши, даже если ему за 60-ник, за 30-ник, 40-ник, 50-ник. То есть, а пора отвязаться от этой белиберды. Его периодически подкармливают. Но здесь я хочу сказать вам так. Здесь все-таки человек-практик. Слушайте, ребят, у меня прям азарт пошел. Сейчас, секундас. Давайте-ка, Санта-Муэрте. Эгегей к ним, да, ситуацию? Я хочу посмотреть, что это за человек его прошибает. Ну, прям интересно. Королева Пентаклей, мать, сестра, жена, баба. Ха. Смотрите, на смерть, что ли, делает ему вообще? А вот вы знаете, ребятки, что-то как меня даже осадило, блядь. Вот этот трешак. Слушайте, здесь человеку насмерть делает родной, родственник. Здесь родственник, то есть жена это тоже родственник, поняли, да? Тем более, если есть дети. Даже если нет детей, это родственник. Это родственник. По бинарке вы связаны, даже если вы не расписаны. Здесь королева Пентаклей за его счет. Короче, она его как будто списала со счетов. И такая, так, здесь уже ловить, мол, нехер, мне надо вперед, дальше, быстрее. И если на это надо, чтобы ты умер, ты умрешь. Я как раз и потренируюсь на тебе с помощью магии. Вот это жесть. Не, ну, сами понимаете, да, такие карты достать из всей колоды. Вот это, блядь, жесть. Вот это урок. Здесь, знаете, как, возможно, мать, сестра, то есть, не буду повторять уже весь перечень. Ладно, а ну-ка, твое состояние физическое. Расход энергии идет, защиты срываются. Слушайте, здесь вопросы по физическому состоянию человека. Он, прежде чем что-то предпринимать, говорить, двигаться, тем более в ритуалике, думает. Почему? Потому что идет колоссальнейший расход энергии, а ему эту энергию нужно, аккумулировать, а у него не получается, потому что его пробивает родной человек. Диндон. А ну-ка, давайте посмотрю я. Он знает вообще об этом, он догадывается. Этот человек не догадывается и не поверит в это. Смотрите, если... Вариант следующий, девочки и мальчики, слушайте внимательно.
Если ваш недоброжелатель находится на больничной койке по тем или иным тяжелым причинам, и вот знаете, бывает такая ситуация, когда родственники должны и могут выбирать, ну, допустим, по-моему, эвтаназия, да, это называется, насколько я помню. Но это если человек в коме, то здесь родственники, то есть человек, практик в коме, допустим, находится, но это не означает, что его можно списать со счетов. Нет, душа еще привязана к физике, но при этом работает на астральном плане, и да, через астрал можно начудить. Все зависит от силы практика. Как вариант, ребята, пока сообщения не читаю, почитаю позже, пока в потоке. Вы, если что, пишите. Если же здесь на лечение человека, вот тут смотрим, да, не обязательно, что прям практик. Поняли, да? Если человек просто в какой-то такой ситуации, допустим, с тем же коронавирусом, сейчас, сами знаете, не вылазят люди, но на лечение куча бабла улетает, то здесь вот эта родная пентакливая женщина делает ставки на то, что она не хочет. То есть ты лучше умри, но я хотя бы с баблом останусь. Ну, вот я по-другому вам не скажу, потому что здесь реальный расход энергии вовсю идет, но человек не догадывается. Здесь закрыт род, все, родовая ветка отмирает. Давайте я вам объясню, что это означает. Это означает, что в мире живых, насколько им там подфартит, они еще, ну, протянут на физике, но родовая сила, отходят души, все, души уходят на перетрансформацию. В зависимости кто куда. Кто вниз, кто на переработку, кто вверх, кто, если доработала душа, понимаете, свой статус рядом в пространстве с вот этим человеком. Там много каких аспектов сыграет. Но этот человек считает, что его опыт позволяет ему управлять данной ситуацией. И что он управляет вот этой королевой пентаклей, что она зависит, что она любит, что ты понимаете? Он не знает этого. И он больше помешан на том, что он четко уверен, что он не такой, как все, и я выделяюсь из толпы. Опять же таки, мой опыт мне позволяет управлять ситуацией, я выгребу, я. Головка от блока цилиндра, понимаете? Я, мол, благодарю определенные силы, они вывезут здесь род, 20 и 13 аркан, здесь перекрыт, все, родовая ветка отмирает, души из рода уходят. То есть, я не знаю, представьте листик зелененький, да, там, или желтенький уже пырхается, а дерево сухое. Корни у дерева высохли. Куда? Кто тебе поможет? Конечно, тут к боженьке только и обращаться теперь. К звездам. Вот это да. Помните, я говорила только что трансляция была на 3 канале, говорила, девочки, кофеек заварите. Плесните-ка туда что-нибудь пожестче. Вот это сюрприз, так сюрприз. То есть, ребятушки, давайте так. Никаких тут сожалений, это просто констатация факта. И анализируйте, как работает в данном моменте планета Земля, ее новые энергии и пространство. Человека тут предупреждали, человек-практик, либо человек, если не практик, ему кто-то, к кому он бегал, заказывал. Предупреждения были, от рода были, ему сны снились, не лезь, не трогай, не надо, подумай, посиди, себя проработай. Он всем фак, я тут, блядь, все знаю. Окей, оказывается, не все ты, милый, знаешь. Ну и отличненько, замечательно и причудесно. И кто-то, и вот эта вот женщина на нем тупо тренируется. А знаете почему? А потому что истинная личина начинает проявляться, когда
Как там в ЗАГСе говорят? В горе и в радости. Понятно, да? Вы меня услышали. Вот почему здесь придержание ресурсов идет, потому что здесь на болезненно какие-то могут идти растраты. Если человек не на больничной койке находится, то здесь он кому-то стал невыгоден из его семьи. Ставки делаются на что-то другое. Возможно, здесь его полностью хотят лишить, я не знаю, там дома, имущества. Понимаете, кинуть. Парам-пам-пам-пам-пам. Почитаю я вас немножечко. Ребят, я не буду рассматривать, что именно это за женщина. Я знаю, что эти люди вместе делали магию. Может, в каких-то случаях вас много, да, против вас, в каких-то случаях это просто отдельно они, ритуалили вместе. И тем не менее, у них были общие предприятия. Здесь знаете что? Здесь могли общие кредиты брать на дом, на недвижку какую-то. Все на эмоциях строилось. Комфорта, десяточка кубков, комфорт. И десятка пентаклей. Да, здесь семейные какие-то аспекты. Связь, лечение, король пентаклей. Слушайте, да, здесь проходит баба, которая хотела женить его на себе. Ну, я вам хочу сказать так, что его мамаша имеет виды на его имущество, на его бабки. И сунет нос даже, и в их семью. Вот вашу совала, вот значит и в их сунет. Ну, у нее там свои по десяточке мечей моменты, нормально так валят. Если это мать, сестра, тетка, допустим. Поняли? Я вот этот аспект еще рассмотрела. Что тут уже дальше смотреть? Ребят, здесь уже нормально так подвалено. Это как на второй чакре. Так, третья чакра. Что там, самопожертвование? Да, ребят, здесь потеря в статусе, потеря работы, потеря фирмы. Опять же таки, имущество, движимое, недвижимость. Здесь уже пошли в ход заныченное бабло от всех, понимаете? То есть начали потрошить заначки. Из-за надменности, все из-за хреновой надменности, потому что восседал на троне, а трон тот да на черепах других людей, понимаете? А здесь кто-то еще активно потрудился над его связью с родом. Вот он как вам перекрывал, вот ему перекрыли те, кто посильнее. Человек-узник. Он хотел освободиться от чего-то, видимо, ж обращался, за это получил расплату. Узник чего-то. Ой, слушайте, здесь человек мог объегорить несколько людей, то есть на бабки кинуть, поняли, да, вот этот аспект. Либо обращаться к практикам, допустим, сам хватает обраты, а за чистками к кому-то обращался, типа я бедный несчастный, ой-ой-ой-ой-ой-ой, обезьяют меня, помогите, спасите. И кто-то его чистил, и не один человек. Вот поняли, да, какой аспект?
Предупреждали. Даже на той стадии, когда человек только мыслил о том, чтобы что-то вот такое проворачивать. Предупреждали. Карта Ангел-Хранитель, помощь, искушение. Может, пошел почиститься. Ему предложили, давай ты мне больше бабла, и мы там поднавесим еще. Он говорит, да давайте, потому что злой на вас. Не прошел. Предупреждали, так что нехрен жалеть. Так, сердечная чакра. В чем твоя стабильность? В иллюзиях стабильность. Были ли иллюзии, видимо, по поводу этой пентаклевой красавицы, по поводу того, что человека ждет множество вариантов, что он найдет лучше, что его ждут все самые классные порноактрисы мира, понимаете? Ну, это я так уже чисто но вы поняли. Я добьюсь любую, я хищник, я буду выбирать, кого трахать. Ну, как вариант. Здесь фантазии по поводу того, что у него искренняя любовь, истинное отношение, истинное чувство. Человек сам под приворотной магией находится. Если это практик, значит, женщина по пентаклевой королеве. Более мудрый практик, чем он. Ведь все мы прекрасно знаем, мужчина, да, ну то есть без обид. Мужчину делает женщина. Это факт. О, да, победитель по жизни. Именно. Ну, здесь, смотрите, карты императора, семерка кубков, девочки и мальчики. Здесь, знаете, такое я неприступная крепость, меня по сердцу не задеть, я закрываюсь. Если это бывшие, которые в свое время должны были вам говорить, что чувствуют. Понимаете, по-человечески должно быть. Вот что-то там к нему подход нашло. Он, может, и не думал. Понимаете, он может и не любить ее. Но и тем не менее, это лишь его иллюзии, что у него все стабильно и под контролем. Здесь реально иллюзии по поводу того, ну, какая женщина в его доме. Иллюзии по поводу именно отношений, праздников эти. Понимаете, здесь человек, привыкший жить праздником в отношениях. То есть побухали, что-то пожестче, незаурядный секс. И когда это все начало рушиться, а начинает такое рушиться, когда мужик теряет в бабле. Он прекращает нести интерес женщине. А терять он бабле начинает с той женщиной, которая как вампир его потребляет. А встречают мужчины таких женщин, знаете, когда? Когда они сами делали такое дерьмо другой женщине. В редких случаях это кармические родовые узлы, причем начиная с первой любви, когда родители там полностью в лай против вас, и еще и магию вам накидывают. Причем, чтобы вы понимали, это начинается с 15 лет, с 14. Вы уже в этой сраной магии. Потому что идут родовые узлы. Поэтому, ребятки, вот так вот. Чужие проблемы на человека накинуты. Здесь еще, кстати, на него был переклад болячки. О, подселение. Чтобы он сомневался. И тут высший суд курирует этой ситуацией. Здесь знаете, что еще проходит? Здесь у человека были... Сейчас я вам скажу. Здесь у человека была уверенность, что
Ему помогут высшие силы, выведут. Подфартит, как обычно фартило, поняли? И как-то, ну, нежданчик конкретный. Уже словил и ловить будет еще жестче. Еще здесь момент такой, возможно, у человека была ставка на хорошего адвоката, если там судебное разбирательство. Вот вам, ребятки, и обраточка. Вокруг него люди такие же, как и он, притворяющиеся духовными, а сами натачивают ножи для того, чтобы в его спину да поглубже всадить их. Смотрели сериал «Викинги»? Один скрытый умысел. И здесь, знаете, все время вот эта барышня, она его с духовного пути, с духовного просветления, его души все время спихивает, сталкивает, понимаете? Ей это невыгодно. Еще здесь вариант, знаете, какой, ребят, маловероятный, тем не менее я его должна сказать и озвучить. Здесь проходит такой аспект, что у этого человека он на сердце держит, живет с одной, на сердце держит иллюзии, содержит иллюзии, то есть уже в своей голове простроил с вами общий быт, как он вернется, что у вас будет общий дом и тому подобное. Как вариант. По творчеству я уже сказала, все, башня, и башня-то венчана определенными силами, уже, да, и 10 мечей еще сверху. Возврата не будет в то, что у него было до этого. И король пентаклей. Девочки, если человек и будет расти, подниматься, коль останется в живых, коль его тут не добьют, вот, будет очень медленно все идти. У него не будет уже тех доходов, которые были ранее. Разочарований много. Просит, молится. Говорит, предали меня. Новой жизни хочу. Здесь замутнение рассудка. Человек считает, что он достоин править страной. Он президент, Папа Римский и тому подобное. А там замутнение рассудка реально идет. И человек, опять же таки, говорит, будет новая жизнь, все опять мне будут преклоняться, буду опять директором, руководить другими. Но очень зависит от мнения окружающих. Для такого человека важно, что скажут другие. И более того, знаете, что для него важно? Зависть других людей, когда они на него смотрят. Ну, здесь это маразм, понимаете? Мол, когда мне завидуют, это означает, что я что-то значу. Вы представляете, какого спрута можно достать из его психики, из-под его подсознания, если копнуть в его детство? Коль у него на этом базируется его бизнес, его ведение дел, его жизнь, его отношения. Вот это, блядь, джекпот. Шестая чакра. Здесь человек мог как-то предвидеть. Здесь еще, смотрите. Что касаемо бывших партнеров, друзей и тому подобное, перетягивали с вас в умение ясновидения. Это первое. Если это просто практик, которого его наняли по вам, здесь завершение пути, здесь это будут, это уже перекрыли. Все, времена бедности, блядь, 5 пентаклей. Он не видит пространства, все, силы схлопнуты. Человек не защищен полностью.
Поэтому, ребята, помните, я вам говорила по ритуалу вчерашнему, тянет, тянет, тянет ресурс, тянет. Потому что вы по вибрациям выше. И не только с вас, видимо, кому можно, кому нельзя цепляется. Ну что там ему донесли насчет его 6-й чакры? Здесь силы говорят, слушай, колдовство, которое тебя защищало, было у тебя, но ты принял решение кого-то, ну, кому-то лгать, дурить. Предупреждали, что закроем, блядь, тебя за это. За подлое проклятие, что прекращай, не туда идешь, не на тех нападаешь, не по тем работаешь. Да, здесь пошло и влияние на ваши проекты, бизнес, финансы, на ваших детей. Здесь человек, понимаете как? Вот в отношениях среди людей, которые в треугольниках состоят, дружба, бизнес, любятина, все подойдет. Всегда как-то опекал не тех, не на тех приоритеты были, не тем помогал. Понимаете, из этого треугольника? То есть давайте так. Допустим, вы приходите к одному практику, и он с вами работает как и психолог, не только как эзотерик, маг, да, с помощью ритуалики. И вот, допустим, обращаются там любовница, жена, да неважно даже кто из треугольника, но человек, который очнулся и говорит, вот я понимаю, что не то, но меня несет, помогите. Я хочу из этого выйти. И ты тащишь человека, ты помогаешь ему, ты работаешь с ним, ты поднимаешь его. А вот этот человек, ваш недруг, помогал, знаете кому? Другому углу, который четко говорил, так, мне надо насмерть, привороты, забрать все финансы, завалить общих детей и по пунктам. Понимаете разницу? Работа в созидание и в разрушение. Должна быть и та работа. Но это не означает, что нужно браться за эти привороты, за вот такие моменты. Я не об этом. Я о том, что да, нужно в балансе быть между светом, тьмой, ангелами, демонами. В идеале. Хотя бы для себя. Но здесь перебор пошел. И знаете, в чем ошибка? Коль черный практик, темный, да, там, чернокнижник, здесь больше штрафы за то, что были проебаны все предупреждения от предков рода и от тех сил, которые он проводил. Его тормозили, ему говорили, все, стоять, лавочка закрылась, меняй вибрации. Нет, я решаю, я все знаю, я все умею и могу, практикую. Ну, вот как-то так, ребят. Давайте, 7-я чакра, и здесь по справедливости пророку. Ну, коль выпали, я оставлю. Здесь, смотрите, здесь защиты. И от светлых, и от темных защиты. Балансовые были, хорошие. Вот их и закрыли ему. Защиты, которые его, ну, шикарно прикрывали.
Общая работа с ними завершена. Через огонь работать не может. Здесь человек пошел против богов, против Вселенной, против Абсолюта, законов, равновесия Вселенной, своим упорством. Понимаете, здесь человек начал соперничать с богами. Давайте я так скажу. Ну, вы понимаете, да, о чем? С энергиями, с силами. Он возомнил себя, видимо, одним из них. А вы понимаете, что даже боги и энергии работают не по пунктам и не по правилам своей иерархии, когда это необходимо для более высоких целей. Даже они это осознают. Возьмите любого бога, у него были и победы, и поражения. У всех абсолютно, в мифах, в эпосах. Так-то это то, кто боги, понимаете? Там энергии вековые. А это, знаете, это такое. Заигрался человек. Вот реально просто заигрался. Попытки у него были, да. Если до кобы, у него вибрации наверх пошли. То есть, короче, энергии бы проходили через него и дальше. Был бы дар, но нужно было перетрансформироваться. И очень жестко, серьезно. Тут, извините, залупился человек. Нет, будет, по-моему, и все. И все вот эти предупреждения пропустил. Ну, пропустил, так пропустил. Дело его. Так, 7-я чакра. Давайте смотрим, что там. Здесь одна в башке любятина. Здесь какие-то трансформации тоже проходят. Почему? Воспоминания, возможно, о первой любви, возможно, о том, как было ранее, о том, какая ранее была связь, цепка с высшими энергиями. Сейчас этого нет. Люди не идут, общения нет. Было хорошо, стало плохо. Вот что здесь по 7-й чакре. Ну вот я здесь все равно все преодолею. И понимаете как? Все равно работа огнем, а она закрыта. Стихия огня ему не отвечает. Говорит, хрен с вами. Иду через ментал, астрал работать. Завалю, типа, все равно будет, по-моему, идет на рожон. Предупреждение вообще все тупо сметает. Нет, вот тупо на рожон кидается, но... Много эмоций, девочки и мальчики. Во-первых, его пробивает вот эта мадам. Во-вторых, коль вы у вас, впряглись в борьбу в конкретную, то здесь, естественно, и ваши моменты. Он бил по вашей сердечной чакре. Я всегда говорю, ребята, прежде чем у кого-то что-то красть, копировать, воровать, подумайте, что за этим стоит. И, возможно, то, что перетерпел, выдержал другой человек, ты, не унесешь. Не потянешь. Вот никак не вытянешь. Каким бы ты там, практиком не был, охерительным. Не потянешь. Допустим, я знаю, что те аспекты, какими я прохожу сотрудничество с темными энергиями, и что на самом деле... я отдаю, и почему они со мной сотрудничают.
Если и было у каждого из вас один раз в жизни такое, у меня день через два бывает. Потому что, ну, войны, всякая белиберда, я умею пропускать это. Я, точнее, научилась этому. И учили меня многие мои года. Понимаете? И это я к этому привыкшая, я в этом живу. У меня жизнь как бы так сложилась. А у человека, возможно, в этом аспекте было более-менее спокойно, стабильно, либо у него были отключены эмоции. И тут захлестнуло. Понимаете? Поэтому думайте, ребятки, думайте, когда будете на его месте с силой, со своей силой, не с его, с тем, что вам дано. Всегда помните об этом. Думайте, а унесете ли вы? Вот так-то. Короче, всегда нужно оставаться человеком. Ну, и как говорится, коль нужно въебенькать, значит нужно въебенькать. Правда, господа? И сейчас давайте еще вот карту пророка по Таро Веретника я посмотрю. Не унес. Лично мой недруг не унес. Я сама охреневаю, как я еще несу. О, видишь, несу, а ты не смог. За его договора приговор на его пути. В зависимостях. Хотел удачи. Удачи в аспектах традиций, силы вашего рода, вашей. Еще, вы понимаете, вы полностью не открыли, не нашли, не поняли, что это доподлинно. Ввиду знаний этого человека он знал и крал это. Понимаете? А тут сейчас ставка делается высшими инстанциями не на... И на качество тоже, но в данном аспекте в ближайшие года нужно взять количеством людей, которые проснулись, как в «Матрице» фильм, понимаете? Именно количеством, а не качеством и силой, которая в одном будет. Те люди, в которых это все заключено, работают на других инстанциях, на уровне галактики. Вот такая у них прокачка духовности. Почему это говорю? Потому что один из моих учителей такой. Душа такого порядка, давайте так скажу. Но эта душа себя нарабатывала, понимаете? Здесь, мне кажется, практик, который, знаете, такой хопхей лалалей, влезу-ка в сотрудничество кое с кем, но криво-косо пошло. Возможно, он решил перепрыгнуть несколько ступеней. Давайте объясню. Вы научились сотрудничать с миром мертвых. У вас пошла стабильная работа и сотрудничество с бесами. И вы такие, опа, а вызова... Давайте-ка я тут это, ну как бы, что я практик. А почему бы мне не вызвать Вельзевула? Вот так вот. Ты, блядь, пласт, сука, перепрыгиваешь обучалки. Куда стоять не надо? Но нет, здесь, блядь, мне нужна удача. Ну вот, ребята, вот такую удачу человек и хватанул себе. Удачно, удачно. Что сказать? Пророк. Человек-пророк. Это человеку, это наставник, учитель. Давайте так, когда вы приходите к практику, и он вам дает какие бы то ни было ритуалы, это считается тоже учителем.
Так вот, идет к высшим силам, но к темным, с кем работал, на покаяние, на прощение, преклониться, на коленках постоять. Помните, был когда-то у меня расклад, я вам говорила, здесь от человека ничего не зависит, решаются другими инстанциями по поводу его вообще дальнейшего существования. Выпадает эта же карта, они-то его слушают, они-то что-то обсуждают, кто-то за него там еще может подтягивать, да, так сказать, мол, не стоит списывать со счетов так быстро и тому подобное. Но дело в том, что здесь силы, карта отречения и нищета, и темные, и светлые. А в начале года я говорила и предупреждала. Меня никогда никто не слушает из таких людей. Никогда. Вот так-то, господа товарищи, по раскладу. Фух, выдохнули, мать его. Выдохнули. Вот так работает пространство. Тут, понимаете, все это закономерно. Просто данный расклад нам сегодня показал, ну, какие обороты набирают вот эта вся карма. Как за нее приходится отсербывать. Особенно, когда вы человек уже в потоке, вы ведающий, знающий, вы должны нести ответственность за то, какие силы вы проводите, когда, как ими пользоваться, кому помогать, кому нет, ну и тому подобное. Напишите мне, пожалуйста, по поводу ваших ощущений. Пока я здесь навожу порядок. Да, конечно. Джекпот словили ваши недоброжелатели, ребят, джекпот. Мне почему-то идет это вообще, конечно, я не любитель этого всего, но идет фраза «не очко обычно губит, а к 11 туз». Да, по-моему, вот такое вот было. Не помню, кто это поет. Знаю, что шансон, но почему так, даже без понятия. Да, Надежда, гордыня размером с небоскреб. Вы знаете, может быть гордыня такого размера, если она в благости и на должных вибрациях и приносит пользу. Да, Оксана, я с вами согласна. Вот, круг поет. Давайте посмотрим, что тут осталось. Хочется как совет взять. Ну вот, какой вам совет, ребят, давайте, я сейчас скажу, просто озвучу карты. Атака извне, неупокоенная, болезнь, жадность, отомщение, предки. Предки с вами. Через неупокоенные души работали, здесь делалось насмерть, чтобы вы в болячках лежали, ну, насмерть максимум, чтобы вы в болячках лежали. Почему человеку такой обрат идет, что родной из окружения, которому доверяет, тупо валит его, валит, отключает просто из этого мира, как в уплату его, понимаете, тоже скидывает, и все из-за бабла, кстати, еще там. Здесь жадность, и за эту жадность поплатился человек, и предками закрываются этой картой расклад. Замечательные карты остались из всего этого Кильдима.
Чисто уточнить хочется мне. Эх. Будет еще на вас нападать? Любые попытки будет. Ребят, будет. Я же говорю, такие персонажи меня никогда не слышали. А потом проходит время, и они такие, о. И знаете, что они начинают делать? Нет. Не бывает такого, ой, да, ты была права, да, ну, и тому подобное. Нет. Они бегут и делают крадники на мои знания. И тут начинается катарсис. Да здравствуют всадники апокалипсиса в жизнях таких людей. Все действуют по одному и тому же сценарию. Вот реально, уже прям как аж неинтересно. Все всегда понятно и заранее действия их ясны и прописаны. Вот реально разные люди действуют как под копирку. Попытки будут. Будут, ребят, будут. Но, смотрите, любая попытка навредить вам с помощью магии тут же ложится ему на сердечную чакру. Пробой по слабому месту. Пробой по слабому. Помните, я в ритуале вчера говорила по поводу спрута, который вот только он ковырнет, и туда как в воронку все посыпятся проблемы. Вот этот спрут, он рядом с ним, в его окружении, в виде вот той королевы Пентаклей из Санта-Муэрте. Вот так вот, ребят. Так что пускай идет как идет, вы идите. Знаете, я могу вам сказать так. Руку на пульсе держите, но война с этим человеком к завершению идет. Да, вы исцеляетесь, власть в ваших руках будет. И у вас здесь новые договора. Этот враг вам кармически был дан, но его сила, его возможности переходят вам. Почему? Потому что вы можете этой силой управлять по кодексу. Будете еще страхами со своими сотрудничать. Почему? Потому что здесь энергии темные, здесь энергии серьезные. Не справитесь, слетите на повороте. Если чувствуете, что как-то где-то пока еще нет, не ломитесь. Не ломитесь, не думайте, что все так просто. И опять же таки, мудрый всегда сомневается, дурак всегда убежден в своей правоте. Всегда. Я даже до сих пор, как на погост иду, причем на наработанный погост, понимаете? Бывают разные ситуации. И каждый раз как в первый. Не потому, что я не уверена в том, что я делаю, а по другим аспектам. И вот те темные силы это прекрасно понимают и видят. Короче, каждый раз как на праздник. Здесь знания вам идут. Мертвые из рода, те силы, с которыми вы работаете. В дороге с радостью. С умиротворением вас чистят. А хорошо, а вопросы? И что там? Истины к вам придут насчет, знаете чего? О, истина о том, что вас ставили в жертву, чтобы у вас, вот реально это мне проходит, чтобы у вас не было встречи с вашей второй половиной.
тоже будет ситуация разрешаться, будете еще в этом аспекте работать. И, кстати, вот знание вот этого практика вам и в помощь, коль верно будете. Коль верно вы их предпримете, опять будут страхи, ребята, опять же таки. Защита, так, все нормально, но здесь вы будете распутывать следующий какой-то родовой клубок, кармический тоже. То есть, знаете, так, ступень пройдена практически там. Будет следующее. Так, в принципе, все. Все идет своим чередом, ни больше, ни меньше. Здравые таким не занимались бы. Ну, как вам сказать, все мы бываем здравыми и нездравыми, Татьяна. Здесь, видимо, понимаете, здесь жадность проходит аспектом хорошим таким. Видимо, все из-за бабла. Так что вот так вот. Вот представьте, если кто в курсе, коль мне не изменяет моя память, в соседней галактике существует планета, которая полностью состоит из алмазов, по-моему. Там у нее, в общем, своя атмосфера, газы, химия, вот это, короче, поверхность планеты состоит полностью из алмазов. Ну, структура близка к структуре алмаза или что-то типа того. И вот представьте, жители этой планеты прилетают к нам, и мы пытаемся их купить за деньги, за вот эти бумажки. Как вы думаете, эквивалент этих бумажек для тех созданий будет что-то значить? Нет. Даже для тех созданий это не Всевышний, это не высшая инстанция. Это просто планета с другой формой жизни. Вот такое впечатление, что вот такие недоброжелатели, они думают, что они, ну, с этими деньгами вот, ну, порешают все. Это так забавно. Фу. Итак, ребят, всем осознанным добра этого мира. Желаю вам прекрасных выходных. Отдыхайте. Информация получена предостаточно сегодня, вчера. Завтра посмотрим, что нам покажут. Празднуйте новолуние. Для многих из нас оно прошло просто шикарно. Всем пока-пока.